Всем привет! На верстаке электродвигатель, который я подобрал на рынке для сегодняшнего видео. Да, бэушный, но вполне себе рабочий трехфазник на 1,5 киловатта и 1500 оборотов в минуту. Движок пока что в сторону, предстоит построить под него определенную конструкцию. За основу из имеющегося листовой металл 4 мм. Размечаю несложную деталь в форме прямоугольника и далее вырезаю. Следом разметка чуть более сложной детали, напоминающая перевернутую арку. Третью деталь также разметил на металле, да так что сам чуть не запутался, по каким линиям резать. Обработал внутренний изгиб и закруглил края выступающей части. Теперь эту деталь буду использовать как шаблон для изготовления дубликата. Перемещаюсь к станку, к сверлению отверстия, держа детали вместе. Дополнительно сделал еще пару деталей по размеру похожих на предыдущие, только без выступа с отверстием. И несколько простых деталей, которые также понесут свою функцию, но чуть позже. Предстоит насверлить кучу отверстий, после кернения также зажимаю по 2 детали и сверлю 16 диаметром. После небольшой подготовки уже хоть что-то можно начинать собирать. Прямоугольник будет основой, перевернутая арка в роли задней стенки. Фиксирую магнитами и привариваю. Стыкую следующую, выставив строго по заранее размеченной линии. Оставшиеся с отверстиями детали выставляю по краям, после чего приступаю к сварке. А на улице тем временем погода не по календарю. Очень тепло, уже не терпится вырваться на природу и получить удовольствие от игры в футбол. Друзья, вы можете начать получать удовольствие еще больше от спорта. Каждый день в сетке легального партнера Parimatch проходят события по футболу и вообще огромному числу спортивных соревнований. Мы делаем разные бонусы и акции для вас. Теперь по моей ссылке вы получите страховку на первую ставку до 2000 рублей. Если она не сыграет, получите деньги обратно на счет. Поскольку в мастерской теперь есть шикарный станок, постараюсь его использовать по максимуму. Опыт в токарке нулевой, так что без косяков не обойдемся. Как говорится, на ошибках учатся. Нашел кругляк подходящего размера и принялся точить. Подобрал на рынке кое-какой оснастки. Даже попался советский патрон под конус. Рассверлил неглубокое отверстие по причине небольшой детали на выходе. Сточил до необходимого диаметра внешнюю сторону. Расточным резцом приступил к работе внутри. Непривычно и тяжело ориентироваться при выполнении такой операции, ведь абсолютно ничего не видно. Достигнут размер требуемого диаметра. Приступаю ко второй детали с уже имеющимся опытом, уже чуть быстрее, что немного радовало. Сейчас самая нелюбимая мною операция – это вывод за весь проект. Отрезать деталь. Постигая кунг-фу токарного дела, сломался далеко не один отрезной, так что не брезгую пилой, пока не разобрался, в чем дело. Детали под подшипники готовы. 16-й кругляк как раз подойдет для следующей задачи. Подгоняю его по размеру и зажимаю патрон станка. После работы с глухими отверстиями эта операция в удовольствие. Выставил, включил, подача на автомате, главное вовремя остановить. Тут намного проще, по краям нужно сточить лишнее под 10-ю резьбу. Резьбу пока что нарезаю плашкой, а патрон кручу ручками. Сами понимаете, уверенности еще нет. Напомню, это первые детали, которые я делаю на токарном станке. Поскольку конструктивно я в уме делал неоднократно корректировки, приходилось по ходу что-то переделывать. Это отверстие не стало исключением, ведь по последним моим убеждениям поперечность кругляка должна была быть съемной. Подшипники в обоймах, которые будут расположены по краям на стенках стоек и далее приварены. Теперь можно продеть кругляк, вставить подшипники и зафиксировать гайками. Все хорошо, но был допущен жесткий косяк. Высота и ширина выступающих деталей была запредельно недопустимой для последующих требований. Скрывать нечего, как есть. Эту ошибку придется переделывать. Срезаю верхушки с обоймами под подшипники и поднимаю их по высоте. Эстетика чуть споткнулась, но вариантов нет. Металлическую пластину требовалось разместить таким образом, чтобы она крепилась к поперечине параллельно основанию. Элементы крепления также сделаю из листа в 4 мм. Пара отрезков уголка с отверстиями дополняет крепежный узел. Детали готовы по 2 штуки каждой. Далее нужно было просто их расставить на свои места и приварить. Резцы отлично подошли в роли подставок по высоте. Упирая пластину в стенку стойки, плотно заходила под поперечину. Приваривать я, конечно же, их между собой не собирался. А вот те самые уголки, которые будут крепиться к поперечине, нужно как раз таки приварить к стойкам. Но прежде на этой поперечине необходимо обеспечить посадочное место под уголки. И не просто посадочное место, а с жесткой фиксацией болтами, для чего приходится сверлить пару отверстий и впоследствии нарезать резьбу.
Небольшим углублением в месте крепления я обеспечу большую площадь прилегания двух деталей. Этот этап завершен, можно устанавливать поперечину на место и прикрутить уголки. Теперь приварить стойки к уголкам и не промахнуться не составит никакого труда. На выходе получилась такая вот качеля. Ставлю двигатель на площадку и пытаюсь поймать центр тяжести для того, чтобы понять, в каком месте расположить оставшиеся мелкие детали. П-образная и какая-то образная детали на месте. Осталось еще 4 с отверстиями, они будут приварены по 2 на каждой из выступающих деталей. Готово, но это далеко еще не все. Отверстия в этих ушках заложены под элементы фиксации качели по высоте. Для их изготовления мне снова придется вернуться к токарному станку. Деталь сама по себе несложная, помимо нужного диаметра требовалось по отверстию в торцах с резьбой, одно сквозное посередине и одно глухое с резьбой. За кадром сделал похожую деталь меньшего размера, только без сквозного отверстия. 2 детали готовы, для работы в связке не хватает еще пары элементов. Продолжу с остатка стойки, завалявшейся в металлоломе. С одного лишь края вытачиваю необходимый диаметр под нарезание резьбы. Вкручивая стойку в деталь, та что поменьше. Она будет расположена в нижней части и выполняет роль упора. Продеваю вторую со сквозным отверстием и фиксирую болтами в верхней части конструкции. Для фиксации качели на необходимой высоте по-прежнему не хватает болта, но я решаю сделать что-то посерьезнее и поудобнее. Благо эхо прошлых поездок по металлобазам дает о себе знать, и у меня есть подходящий кругляк. Заряжаю в патрон, и тут особо-то и комментировать нечего. Деталь точится, стружка сыпется. Начал было уже точить под резьбу и вовремя опомнился, ведь я покупал накатку специально под такие вещи. Обильно поливаю маслом и ставлю подачу на минимум. Наверное, можно было бы и побыстрее, но первый раз решил не рисковать. После одного прохода добавил десятку и включил обратную подачу. Пары проходов, думаю, будет предостаточно. Теперь можно продолжить начатое и сточить до необходимого размера под нарезание резьбы. Отрезаю деталь и все готово. Получилась такая вот ручка с насечкой и резьбой для фиксации качели по высоте. Благодаря насечке скольжение в руке исключено. Возвращаюсь к отверстиям, которые пока никак не задействованы. 5 пар с одной стороны и столько же со второй стороны. Ищу любой повод задействовать станок. За неимением такого 100% нашел бы другой способ, как решить все эти вопросы, как это было раньше. 18-й кругляк, хотя в идеале был бы 20-й, но, к сожалению, не было, беру в работу. Стачиваю по 2 мм на диаметр, оставляя лишь небольшую шляпку. И так раз за разом необходимое количество 10 штук. Проскакивала мысль сделать ролики на подшипниках, но количество в 20 штук меня притормозило. Далее 10 отрезков полдюймовой трубы с внутренним диаметром 16 мм как раз под новоиспеченные шпильки. Внутренний размер необходимо чуть подправить из-за выступающего сварочного шва. Каждый отрезок был помещен в патрон и расточен 16-м сверлом. Продел шпильку в трубу, никаких затруднений с вращением не замечено. Цель достигнута. Край шпильки размещен под сквозное отверстие. Такая же операция проделывается и на всех остальных. С роликами я закончил, теперь чуть более серьезные вещи. Сопоставив расположение двигателя и габариты конструкции, я определил размеры переходных валов, которые, казалось бы, должны были быть близнецами, отталкиваясь от симметричной конструкции, но нет, есть один нюанс, который их будет отличать. Остаток кругляка в патроне, его должно хватить на 2 переходника. Выточил основные размеры, дальше приступаю к нарезанию резьбы. Подпираю центром и снова ненавистный мне отрезной резец. Ближе к центру он также сломался, как и несколько предыдущих. Битву с ними я пока проигрываю. Приступаю к расточке внутреннего диаметра. Сперва сверлом поменьше и потом 22-м. Соответствующего размеру вала двигателя. Для шпоночного паза помещаю отрезок подходящего кругляка. Этот способ показался мне единственным доступным в моих условиях. Остается лишь точно попасть сверлом в зазор между стенками деталей и просверлиться на нужную глубину.
Паз готов, но требует небольшой доработки. В глухом отверстии чуть сложнее, чем в сквозном, но тем не менее можно подправить скругление обычным надфилем. Вал двигателя приходится укоротить на 10 мм, как и планировалось для посадки переходника. Переходник очень плотно посажен, шпонка сделала свое дело. За кадром вытащил второй, похожий, но с отличающимся внешним диаметром. По внутрянке очень коротенький шпоночный паз, который не обеспечит плотной посадки. Придется внести дополнительные фиксаторы, удерживающие переходник. Сверлю пару отверстий под резьбу в переходнике и столько же в валу двигателя. Из болтов сделал пару установочных винтов, которыми намертво зафиксировал переходник. Поскольку левую резьбу нарезать было нечем, во избежание откручивания гайки просверлил отверстие под шплинт. Следующий момент, который обязателен в данном станке, это защита. Нужно сделать по одному кожуху на сторону. Толстостенная бронь здесь ни к чему, поэтому буду использовать листовой металл в 1 мм. Прежде удалю налет коррозии с поверхности, образовавшейся за несколько недель на металле, находившегося под навесом. Простая разметка штангенциркулем и вырезаю заготовку. После уже окончательно срезаю все лишнее. Решил сделать все это за кадром, чтобы никого не томить, потому как деталей немало. Два комплекта под кожухи, которые остается только собрать при помощи сварки. Готово, но немного отличаются друг от друга из-за диаметра валов. Дополнительно вырезал боковые крышки, на которых пока еще не хватает отверстий для крепления, что я быстро исправляю. В площадке под двигатель сверлю отверстия под болты. Двигатель надежно зафиксирован, можно продолжать дальше. Теперь задача повеселее. Необходимо придумать, как надежно прикрепить кожух к двигателю. Выход есть всегда. С правой стороны приварил 3 удлинителя и прикрутился к крышке. Слева использовал гайки в качестве проставок и также прикрутил к корпусу двигателя. Для боковых крышек приварил болты внутри кожуха под крепление барашками. Станок покрасил и занялся проводкой, подключил треугольником. Учитывая, что потеря мощности составит около 30%, специально брал двигатель с запасом мощности. В распределительной коробке разместил пусковой и рабочий конденсаторы. На самой крышке располагаю кнопку ПНВС, ибо другого места для нее просто нет. Также остались еще не установленными ролики, монтаж которых не составляет никакого труда. Фиксация роликов производится установкой шплинтов через заранее предусмотренные отверстия. Остается установить расходники. Справа металлическая щетка, слева шлифовальный лепестковый. Специально сделал валы под разные диаметры. Слева вал 32 мм, а справа 22 мм, чтобы самые ходовые размеры всегда подходили к станку. Например, лепестковый мне попался только на 32 мм. Отлично, поставил и работает. А металлические щетки только на 22, и нет проблем. Также ставь и трудись. Станок собранный получился вроде ничего, односторонних полно, а вот двусторонние мне еще не попадались. Кульминация проекта — испытание. Квадратная труба в обычном ржавом состоянии. Зажал в тиски и, казалось бы, что там пройтись болгаркой. Но когда это не метр, а несколько метров или несколько десятков метров, это проблема. Поставив станок на столик без ограничения по площади, 6-метровые трубы можно щелкать как семечки. Пылеотвод не делал умышленно, за неимением промышленного пылесоса. Дело хозяйское, вы, конечно же, можете это сделать, ничего сложного там нет. Под станок положил лист резины для уменьшения шума от вибрации столешницы верстака. Лепестковым хорошо дочищать после щеток. Такой вариант в разы улучшает адгезию поверхности для последующей покраски профтрубы. Более коррозированный отрезок трубы. Удобная регулировка по высоте почти не занимает времени. Результат великолепен, труба блестит. Решаю еще немного потестить на обрезках, которые у меня были. Высота подъема двигателя приличная, 80-ю квадратную, думаю, возьмет легко. Жаль, нет в наличии, не смог испытать. На этом видео я буду заканчивать, пишите ваши замечания в комментариях. А я прощаюсь до следующего проекта, всем пока.